Кино снимаешь? Да? По телевизору показывают? Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, я приветствую вас на канале строительной компании Киевстрой. В прошлом выпуске мы вам рассказали о нашей платформе и рассказали о ее комплектации и конструкции. Сегодняшний выпуск начинается самый интересный. Это сборка каркасных наружных стен. Первым делом для монтажа каркасных стен необходимо напилить доски для верхней и нижней обвязки, согласно проектной документации. После того, как напилили, необходимо разложить их четко по периметру и скрепить, временно скрепить. После этого необходимо начинать разметку под стойки. Вся суть вот этой разметки для этого и сделана, чтобы положить две доски вместе, расчертить каждую стоечку и верхнюю доску перенести на свое место, чтобы не размечать раздельно на нижней и на верхней. Так больше шансов ошибиться. Так и поехали дальше. Размечаем. Здесь стойка, здесь стойка. Здесь у нас получается большой пролет. Мы здесь обозначили, чтобы не запутаться, окно. Пошли дальше. После того, как произвели разметку по всему периметру, мы посчитали, сколько получилось стоек, напилили их в размер на торцовочнице и запилили посадочные места для ригеля, который врезается сверху. Как это делалось? Один человек берет уголок, делает разметку, второй запиливает. Теперь смотри, теперь остается вот такой вот кусок, и нужно немножко доработать топориком. Вот так. Все. Посадочное место для ригеля готово. Начинаем монтаж стоек. Вот здесь вот видите, у нас между стойками большой пролет. Здесь у нас по нашей планировке, по проекту, здесь будет дверь входная. Сейчас мы здесь поставим перемычку и добавим еще одну стойку сверху. Начинаем монтаж очень важного элемента под названием ригель. Два? Три. Куда сколько оно? Два гвоздя вот в эту стойку, в верхнюю обвязку. И после того, как мы установили ригель, третий гвоздь я уже вбиваю в сам ригель. И тем самым сшиваю верхнюю обвязку с ригелем. Стена собрана. Необходимо у этой стены промерить диагонали. Если диагонали сбиты, необходимо их поправить. После этого начинать уже монтаж уходит.
радости ехать и ехать. Отписали на радости лететь и лететь. Все. Это у нас окно. Вот на этой стене здесь окна нет, поэтому диагональная укосина стоит как положено от верха, от верхнего угла и примерно под 45 градусов уходит вниз. На этой стене у нас окно, дверь, еще одно окно. Тут вот в этом углу та же самая история, как и в том. Рядом с углом стоит расположено окно, поэтому и укосина точно такая же. На этой стене также здесь нет окна, эта укосина, как положено, уходит от верхнего угла до нижнего под углом примерно 45 градусов. Да. Перед подъемом стен мы пристреляли льно-джутовое полотно к низу нижней обвязки. После подъема стен в первую очередь мы скрепляем низ этой стены и этой стены. То есть угол скрепляем. После того, как скрепили два угла, мы равняем внутреннюю стену вот по такой вот полосе, заранее отбитой. Перед сборкой стен вообще мы разметили все те места, где у нас будут стоять стены. Вот такой вот красящей ниткой. Пробили все внутренние стены, наружные стены снутри. И теперь равняем наши стены вот по этой нитке и скрепляем их с нашей платформой. Следующий этап, когда всю линию выровняли, скрепили низ, мы забираемся наверх. Ну так. Вот здесь сверху мы сводим верхнюю обвязку друг с другом и сбиваем углы. Скрепили низ, скрепили углы, скрепили сверху углы. Все, у нас стены стоят жестко. По такой же системе проходимся все углы, наружные стены у нас сшиты и все четко выровнены. После этого мы приступаем к сборке внутренних перегородок. Сборка внутренних перегородок и их подъем ничем не отличается от наружных стен. Перед тем, как начать сборку внутренних стен,
необходимо нанести разметку по их расположению. Смотрим по проектной документации и ставим насечки на листах ЦСП. Места мало. Спальня будет? Ну что, друзья, сборка стен первого этажа у нас закончена. Давайте сейчас пробежимся немного по планировке первого этажа и по некоторым узлам каркаса. Вот смотрите, вот здесь у нас получается такая просторная гостиная. В этом углу у нас будет кухонный фронт, а в этой стороне у нас будет зона отдыха. Давайте сейчас пройдем в прихожую и посмотрим, что там у нас. Здесь у нас получается место для лестничного пролета для подъема на второй этаж. Проходим в прихожей также дальше. Справа у нас попадаем в санузел, совмещенный вот там вот за лестничной клеткой будет душевая кабина стоять. Проходим дальше, выходим в прихожую, налево попадаем в спальню. Спальня у нас получается 3 на 3, 9 квадратных метров. Вот. С планировкой закончили. Давайте пробежимся немного по некоторым узлам каркаса. В первую очередь обратите внимание на угол. Угол сформирован у нас так, что придает удобство при внутренней отделке. Также можно обшивать спокойно эту стену и эту. Сформирован он из 3 досок. Вот здесь внутрь вставляется утеплитель, и тем самым угол у нас теплый. Дальше укосы каркаса. Обратите внимание на эту стену. Здесь окно у нас расположено близко к углу, и пришлось делать укос вот таким вот образом. На этой стене у нас нет никакого окна, поэтому укос у нас стоит как положено. С верхнего угла прям донизу, и под углом примерно 45 градусов. Следующий немаловажный элемент, даже очень важный элемент, это несущий ригель, который принимает на себя нагрузку с межэтажных перекрытий. Ну что, друзья, на этом эту серию по выпуску наружных стен, по сборке наружных стен мы заканчиваем. В следующей серии вы увидите, как мы монтируем вторую обвязку и межэтажное перекрытие. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!